Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня вы узнаете, какие сорта и гибриды огурцов подходят для выращивания в открытом грунте, и узнаете про агротехнику, как практически без ухода выращивать хороший урожай в открытом грунте. Постоянные зрители моего канала знают, что я выращиваю огурцы как в теплице, так и в открытом грунте. Если брать теплицу, в теплице я выращиваю партенокарпические гибриды. Им не нужно опыление насекомыми, и у них очень продолжительный период плодоношения. Урожай начинаю в начале июня собирать, и вплоть до самых морозов, до конца октября собираю урожай. Но выращиваю я огурцы не только в теплице, но и в открытом грунте. В открытом грунте, по моему мнению, плоды получаются более ароматными. И в открытом грунте, конечно же, уход минимальный. В открытом грунте огурцы я не посынкую, не подвязываю, практически даже не подкармливаю и не поливаю. Вот они растут, как растут. Значит, поэтому начнем с агротехники. Что я делаю для того, чтобы в открытом грунте вот при таком минимальном уходе получать урожаи? Причем урожаи очень-очень большие, килограмм 300, наверное, огурцов в сезон в открытом грунте я собираю. Во-первых, это подготовка почвы и выбор места для посадки. Ни в коем случае огурцы в открытом грунте нельзя высаживать в затенении, там, где много тени. Вот там огурцы будут плохо расти, плохо плодоносить. И нельзя высаживать огурцы на тех участках, где есть риск подтопления и замыкания корневой системы. Там, конечно же, подключатся корневые гнили, фузариоз, и огурцы быстро погибнут. Значит, выбираем солнечное место для посадки огурцов. Лучшие предшественники для огурцов – это лук, чеснок и корнеплоды. Различная морковь, либо свекла. Вот они хорошо подходят, вот эти вот культуры-предшественники для выращивания огурцов. А самая лучшая культура, вообще, в принципе, она практически лучшая для всех остальных огородных культур – это бобовые культуры. Вот после них почва всегда очень рыхлая, очень хорошо такая плодородная, и огурцы там будут отлично расти. Например, это может быть фасоль, либо горох. Как я высаживаю? Значит, я делаю всегда очень широкую грядку. Ширина гряды у меня 2 метра, даже иногда чуть побольше, может 2,30. Вот такая большая широкая гряда. На этой грядке я копаю 2 траншеи параллельно друг к другу. На ширину лопаты и на глубину лопаты, то есть на штык лопаты. Вот такую траншею выкапываю, почву отбрасываю в сторону и на дно траншеи укладываю вначале полуперепревшую органику, например, полуперепревший какой-то компост, либо навоз даже свежий можно. Если этого нету, достаточно скосить свежей травы. Вот обычно я высаживаю огурцы в открытый грунт после 9 мая. Вот, примерно к середине мая, пусть в зависимости от погодных условий. И как раз таки в этот период активно цветут одуванчики. Сныть растет в саду. Накосили, и все это на дно траншеи поместили. Затем сверху засыпаю все уже перепревшим компостом, либо навозом. Просыпаю немножко древесной золой и засыпаю сверху землей. И все, получается такая заправленная траншея. Вот. И в эти уже траншеи делаю посев семян. Семена обычно я проращиваю. Замачиваю, заворачиваю в мокрые тряпочки, в теплое место ставлю на несколько дней, и как только наклюнулись вот эти корешки, все, высеваю их в рядки. Посеял, и сверху все укрываю белым плотным спанбондом 40-й плотности. Вот. Причем не ставлю никакие ни дужки, ничего, просто сверху укрываю спанбондом, прижимаю по бокам досками, либо кирпичами, и появляются всходы. Спанбонд, он неплотно натянут, получается, и растения появляются, растут и сами приподнимают вот этот спанбонд. И как только начинают огурцы расплетаться, зацветать, уже укрытие полностью снимаю, и вот так вот все лето самопасом вот эти огурцы растут. Просто вот таким вот ковром. И все, врастил. Ничего не посынкую дополнительно, не подвязываю, ничего, подкормок тоже не делаю, потому что траншея хорошо заправлена, там питания огурцам хватает на весь сезон. Единственное, поливы. Если будет засуха, иногда поливаю. А вот в прошлом году, допустим, у нас шли дожди, поэтому ни одного разу я огурцы не поливал, ни разу. Все там росло само собой. Вот такой простой абсолютно способ, доступный выращивания огурцов в открытом грунте. Теперь поговорим про сорта и гибриды для открытого грунта.
На самом деле в открытом грунте можно высаживать не только пчелоопыляемые сорта и гибриды, можно и партенокарпические высаживать такие же, как в теплице. И в открытом грунте они также будут давать урожай. Но все-таки в открытом грунте хочется иметь и пчелоопыляемые сорта и гибриды. Для чего? Во-первых, цветение огурцов всегда привлекает массу насекомых-опылителей в ваш сад, в ваш огород. Это всегда хорошо для различных растений, не только для огурцов, чтобы всегда вот эти насекомые-опылители были. Поэтому я стараюсь высаживать все-таки в большей степени пчелоопыляемые гибриды и сорта. Уже не первый год я выращиваю белорусский сорт огурцов, называется он вересень. На белорусском языке это сентябрь. Вот в принципе название говорит само за себя. Эти огурцы плодоносят до самой осени. И достаточно вот этот сорт устойчив к различным заболеваниям. В открытом грунте просто чудесно себя чувствует. Дает очень хороший, стабильный урожай. И огурцы подходят для засолки и для закаток. Далее, кроме этого, выращиваю, конечно же, и от партнера огурчики. И вот хочу обратить ваше внимание на один гибрид. Это гибрид филичета. Чем он мне понравился. Выращивал в прошлом сезоне его и в позапрошлом. Плоды у этого гибрида очень похожи на огурцы родничок. Вот помните, раньше был вот этот старый сорт, всем известный родничок. К сожалению, в последнее время я родничок покупал, сеял, но что-то не то. А вот этот вот сорт даже больше напоминает родничок, чем современный родничок почему-то. Очень огурцы похожие по форме. Они редко бугорчатые такие. Светлого вот такого вот они цвета. Иногда, когда в затенении растут, они получаются даже такие белесые, очень тонкая кожица, и вот этот настоящий огуречный аромат, вот напоминающий родничок. И в засолке очень хороши, нет никаких пустот внутри, очень хрустящие, такие ароматные получаются. Вот для солений, для бочковых огурцов, кто любит ставить, вот самый, ну, такой хороший вариант. Еще один гибрид для открытого грунта – это огурец чечиль. Чем этот огурец хорош? Несмотря на то, что у него кожура достаточно толстая, но она не твердая. Вот вроде толстая, но не твердая. То есть даже когда огурцы перерастают, нет вот этой такой, когда кусаешь огурец, твердости. Вот. И плоды достаточно долго могут храниться. То есть вы собрали урожай, привезли его в город и хотите целую неделю эти плоды употреблять без проблем. В холодильнике они хранятся, не увядают, не усыхают, вот не теряют вкусовых качеств. И очень хороши, опять же, и в закатках, и в засолке, и в салатах хороши. Ну, очень вкусные, ароматные, классные. И отличительная еще особенность вот этого огурца чечиль в том, что он устойчив к вирусу огуречной мозаики. Вот. Поэтому у кого есть такие проблемы, вот этот гибрид, я думаю, что вам просто очень хорошо подойдет. А еще один огурец для открытого грунта от партнер – это Виорел. Пчелоопыляемый гибрид раннего срока созревания. Уже через 42 дня после всходов можно собирать первый урожай. Плоды у него достаточно такие крупные, 10-12 сантиметров длиной. Если перерастают, конечно, могут быть и крупнее. Мякоть очень плотная, без каких-либо пустот. И вот самая главная такая отличительная особенность – это жаростойкий огурец. В сухих, вот таких жарких каких-то климатических условиях, в регионах, где жаркий климат, где есть недостаток влаги, этот огурец будет радовать урожаем даже вот при таких неблагоприятных условиях. И важно, что нет горечи в нем, никогда не горчит. Урожайность очень высокая и растянутый период плодоношения. Плодоносил у меня он, значит, где-то с конца июня, с 20-х чисел в открытом грунте и вплоть до конца сентября. Ну, конечно, если сентябрь такой хороший, без заморозков, то в открытом грунте очень-очень долго плодоносит. И огурчики по вкусовым качествам просто классные. Очень сладкие, ароматные. Ну, вот для закаток, для употребления свежего мидия самое то. Ну, раз про огурцы я уже рассказываю, наверняка вы заметили, что на столе у меня стоит вот огурец и уже висят плоды. Посмотрите, такие уже огурчики хорошенькие. Через пару дней, я думаю, что можно срывать, уже кушать. Это гибрид Крош от агрофирмы «Партнер». Я его выращиваю, в теплице летом выращивал. Очень много вот таких мелких огурчиков. А сейчас в домашнем огороде. Видите, растение не габаритное. Чтобы оно не росло в высоту, я прищепнул макушку.
да, чтобы вытянул весь этот урожай. И вот все уже увешано огурцами. Я его выращиваю в открытом грунте. Вот такой урожай получился за 1,5 месяца. Вот от момента посева прошло 1,5 месяца, и видите, вот какой уже результат у этого огурца. Даже в домашних условиях дает урожай. Это партенокарпический гибрид, вот поэтому его лучше выращивать в теплицах, очень долго будет давать урожай. И гроздями вот эти огурчики все висят. Пока что подкормок даже никаких не делал, но уже подкормки нужны. Почему? Огурцы в период плодоношения очень активно потребляют калий. И вот посмотрите, вот листочек, и видите, по краю листка уже появляется вот такая желтизна. Это говорит о том, что начинает не хватать калия. Когда будет уже более острый дефицит, вот этот край листа, он засохнет. Поэтому сейчас уже нужно сделать подкормочку с калием. Можно монофосфатом калия подкормить, можно сульфатом калия подкормить. Обращайте внимание вот на такие вещи. И вот опять же, вот листочек, видите, и по краю начинается вот эта желтизна и подсыхание. Недостаток калия. Поэтому сделаю подкормку, чтобы хватило сил вот этому огурчику вытянуть весь этот урожай в таких стесненных условиях. Вот, пожалуйста, в комментариях тоже напишите, какие огурцы вы в открытом грунте выращиваете и довольны ли вы своим результатом. Я думаю, что зрителям будет интересно почитать информацию. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.